Компания Toyota официально представила долгожданный Land Cruiser 300. При этом российская премьера модели состоялась одновременно с мировой. Культовый внедорожник сменил платформу и силовые агрегаты, получил новую раму, современный турбомотор и автомат, а также новый салон и кучу электронных помощников. Сегодня вы узнаете все подробности о долгожданной и главной новинке этого года. Сохранить внешность Land Cruiser 300 в тайне у Toyota не получилось. Первые фото, которые подробно раскрыли дизайн внедорожника, опубликовали еще в апреле. И большинство из вас уже видели мое видео с полным обзором внешности. Но напомню, что автомобиль сохранил узнаваемый рельеф капота. Светодиодные фары заузились, а решетка радиатора значительно выросла в размерах. Она получила массивное хромированное обрамление и сильно выдается вниз. Бампер обрел сложную форму с массой вставок, задняя часть модели лишилась дутых форм и выглядит плоско. Изменен дизайн фонарей, крышки багажника и бампера. Дверь багажника лишилась откидной створки, а ширина багажника уменьшилась на 12 см. Кстати, если вам интересно посмотреть полную российскую презентацию нового Land Cruiser, то ссылку на нее я оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео. По технической части, как и ожидалось, культовый внедорожник перевели на глобальную архитектуру TNGA. Если быть точным, это новая платформа JF, которую также будут использовать для пикапа Тундра. При этом крузак сохранил рамную конструкцию и постоянный полный привод с 3 блокировками дифференциалов. Несущие части рамы выполнены из цельнометаллических элементов высокопрочной стали, соединенных лазерной сваркой. Передние крылья, капот, крыша и все двери теперь изготовлены из алюминия. По сравнению с Land Cruiser 200 общая жесткость увеличилась на 20%, а вес уменьшился на 200 кг. Смена платформы также позволила снизить центр тяжести и улучшить развесовку по осям. При этом габаритные размеры и колесная база машины остались точно такими же, как и у предшественника. Длина двухсотки составляет 4950 мм, а колесная база 2850 мм. Новый Toyota Land Cruiser имеет 23-сантиметровый клиренс. Углы въезда и съезда составляют 32 и 26,5 градуса соответственно. Подвеска тоже потерпела изменения. Увеличен ход передних амортизаторов, изменено положение задних и появилась система EKDSS нового поколения, где активные стабилизаторы поперечной устойчивости, которые электроника может настраивать независимо друг от друга. Она помогает уменьшить крены на асфальте и увеличить артикуляцию колес на бездорожье. А еще 300-ка, в отличие от предшественника, ни в одной из версий больше не получит гидропневматическую подвеску с регулировкой высоты кузова. Для рулевого управления по-прежнему используется гидроусилитель, но с добавлением электромотора на колонке. Он должен облегчить рулежку в городских условиях и будет использоваться для работы электронных ассистентов. Главное изменение в моторной гамме – это то, что 8-цилиндровые моторы ушли в прошлое. Им на смену пришли более современные наддувные шестерки. На первом этапе запуска в России 300-ка будет предлагаться с новым бензиновым V6 двойным турбонаддувом, объемом 3,5 литра, развивающим 415 лошадиных сил и 650 ньютон-метров крутящего момента. Этот двигатель позволяет набирать сотню за 6,7 секунды. Он знаком нам по представительскому седану Lexus LS 500. Для информации, данный двигатель носит индекс V35A FTS и имеет алюминиевый блок, алюминиевые головки и цепной привод ГРМ. Если бензиновый двигатель уже засветился на Lexus LS, то новый турбодизель 3,3 литра дебютирует вместе с внедорожником. Он создан в кооперации с компанией Mazda, развивает 299 лошадиных сил и 700 ньютон-метров момента. Оба двигателя сочетаются исключительно с новейшим 10-ступенчатым автоматом. Тормоза, кстати, практически не изменились, но вот ступицы новые, с 6 шпильками вместо 5. Land Cruiser 300 теперь будет доступен в 3 модификациях. Городской с 20-дюймовыми колесами и более стильными бамперами, внедорожный с 18-дюймовыми колесами, АТ-шными шинами и более защищенным обвесом, а также в спортивной версии GR Sport, которая появится на рынке позже всех. Версия, посвященная 70-летию модели, оснащается лишь раздаткой на основе дифференциала Торсон по центру, который имеет блокировку понижающим рядом трансмиссии, а также самоблокирующимся дифференциалом на задней оси.
Другая версия с кодовым названием VX Offroad позиционируется как более заряженная модификация для бездорожья. У нее есть блокируемый центр и пониженный ряд. Однако на каждой из осей передней и задней ставится еще по одному свободному дифференциалу с принудительной блокировкой. При этом клиренс у обоих версий одинаковый. Кстати, ход подвески на отбой увеличили на 20 мм. Land Cruiser 300 получил совершенно новый интерьер с изобилием кнопок и большим сенсорным экраном мультимедийки с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Его диагональ может составлять от 8 до 12,3 дюйма. Кроме того, автомобиль обзавелся комбинированной цифровой передней панелью приборов, которая представляет собой соединение аналоговых приборов с традиционными шкалами и 7-дюймового цветного дисплея. Появился проекционный дисплей диагональю 10,5 дюйма, система активного подавления звука двигателя, а у задних пассажиров есть зарядные слоты и вентиляция. В оснащение 300-ки входит камера панорамного обзора, задний теперь с омывателем, вентиляция и обогрев переднего и второго ряда сидений, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, 4-зонный климат-контроль и аудиосистема JBL с 14 динамиками. Главная особенность, разработанная специально для российского рынка, это возможность запуска двигателя по отпечатку пальца. Система при помощи сканирования отпечатка пальца будет идентифицировать владельца или любого другого человека, допущенного к управлению автомобилем, и таким образом предотвращать угоны. Можно внести отпечатки пальцев 4 водителей. При занесении в систему нескольких пользователей с разными биометрическими данными можно будет запомнить индивидуальные настройки каждого человека, вроде памяти положения водительского кресла, а также настроек медиасистемы с любыми радиостанциями и привычными маршрутами. 300-ка получила новый пакет Toyota Safety Sense с системой мониторинга слепых зон, считыванием дорожных знаков, предотвращением столкновений, адаптивным круиз-контролем и системой слежения за разметкой с функцией удержания в полосе. Кроме того, в дорогих версиях на машине доступен полностью диодный адаптивный свет, который может не только переключиться с дальнего на ближний, но и выключать сегмент в световом пучке, чтобы не слепить встречных водителей. Система кругового обзора может выполнять роль помощника на бездорожье. Передняя камера комплекса при включении пониженного ряда работает в качестве ассистента для функции прозрачного капота и помогает системе формировать картинку о покрытии прямо под передними колесами автомобиля. В первый год продаж Toyota Land Cruiser 300 будет предлагаться только в 5-местной версии. Затем появятся внедорожники с 3-м рядом сидений, который теперь будет складываться в ровный пол в багажнике. Цены и дата старта продаж пока не объявлены. Land Cruiser 200 с бензиновым мотором 4,6 литра 309 сил стоит от 5 миллионов 465 тысяч рублей. Как вы думаете, сколько будет стоить новый Land Cruiser 300 с учетом наценки дилеров? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.